После развода родителей жизнь Лорен пошла наперекосяк. В школе ее травили одноклассники, а отец и мать были заняты своими проблемами. Лорен впала в депрессию и решила себя, так скажем, обнулить. За 2 дня до предполагаемого действия девушку навестил двоюродный брат, который отдал диск с игрой, которая ему не зашла. Установив игру, оказалось, что это Симсы. Лорен впервые за долгое время засмеялась, услышав вымышленный язык. Поначалу она даже подумала, что это китайский. Но самое главное, что в день X она просто не вспомнила о своей идее. Подтверждение правдивости этой истории я не нашел, кроме поста этой самой девушки на Тамблере. Но это не значит, что так не бывает в жизни. Столкнувшись с историей воочию, как видеоигры помогли человеку в реальной жизни, мне стало интересно найти еще больше подобных историй. В мае 2017 года пользователь портала Imgur под ником Велорок написал необычную историю. Одним лайтовым вечером он играл в Prey и внезапно услышал странный звук, похожий на взрыв лампочки. Ожидая, что придется убирать пол, он отправился на поиски осколков. Но осмотрев комнату, он понял, что произошло событие с вероятностью 0,001%. Со стороны соседского дома прилетела пуля, которая пробила стену и должна была попасть в геймера, но застряла в коллекционном издании The Elder Scrolls Anthology. По предположению Велорока, выстрел произошел во время ссоры пары в соседском доме. На случай даже отреагировал глава пиар-службы Bethesda, который пообещал прислать игроку новый сборник. Вы, наверное, думаете, что за чёс я вам сейчас рассказываю. А вот и нет. У меня есть фото подтверждения стены и уничтоженного сборника. Однако геймер уточняет, что сфотографировать саму пулю он не успел, поскольку ее забрала полиция. Я в душе не того этого, в какую лотерею выиграл Велорок, но в один момент произошли 2 крайне маловероятных события. Ему точно стоило купить лотерейный билет в этот день. И эта история станет напоминанием, что случайности не случайны. Играешь ты такое в America's Army, учишься останавливать кровотечение, делать перевязку, латаешь своих союзников, в общем, веселишься, что не могу. И вот ты едешь по скоростной трассе в Северной Каролине, на дворе 2007 год. Ты обычный парень Пакстон, едешь по делам, когда прямо перед тобой внедорожник вылетает с дороги и несколько раз переворачивается. Пыль, обломки и 2 раненых внутри. Самый тяжелый случай — водитель. Он получил тяжелую травму руки и стремительно теряет кровь. У тебя нет медицинского образования, но есть сотни часов в America's Army. Дело в том, что в этом симуляторе, разработанном армией США, знаю, звучит забавно, нельзя просто поднять союзника. Чтобы играть за медика, нужно пройти виртуальный курс, изучить теорию, наложить жгут на манекен и сдать экзамен. В ту минуту Пакстон четко вспомнил алгоритм. Оценить рану, наложить давящую повязку из подручных средств и контролировать признаки шока. Пока другие свидетели паниковали, геймер действовал как профессиональный парамедик. Когда на место приехали настоящие врачи, они были в шоке. По их официальному заключению, если бы не действия Пакстона, пострадавший скончался бы от кровопотери в течение нескольких минут. Итак, обычный парень из Северной Каролины стал героем национальных новостей, а America's Army получила лучшую рекламу в истории игры. Геймер под ником WhatIsShow столкнулся с настоящим кошмаром. У его маленького сына обнаружили критический уровень содержания свинца в крови. Оказалось, что их семейный дом был буквально пропитан ядом. Старая краска на стенах десятилетиями выделяла токсичную пыль, отравляя воздух. Для спасения ребенка требовалось не только дорогостоящее лечение, но и полная реконструкция здания, что стоило десятки тысяч долларов. Таких денег у семьи не было, и ситуация казалась безвыходной, если бы не одно «но» — это талант отца в создании карт для Team Fortress 2. WhatIsShow был автором Swiftwater, одной из самых популярных карт в сообществе. Благодаря тому, что Valve официально добавили его карту с обновлением Meet Your Match, у автора открылся доступ к системе MapStamps, внутриигровым маркам, доход от которых идет напрямую разработчику контента. Узнав о беде автора из постов на Reddit и форумах, сообщество Team Fortress 2 проявило феноменальную солидарность. Тысячи игроков начали массово скупать марки Swiftwater, чтобы финансово поддержать создателя. В итоге собранные средства покрыли расходы на капитальный ремонт и медицинские счета. Позже автор написал пост, где поблагодарил всех за помощь, и что теперь с его домом все в порядке, а сын идет на поправку. И так сообщество в очередной раз доказало, что вместе мы сила. Представь, мой дорогой зритель, что ты весишь 230 килограмм. Врачи говорят, у тебя есть 2 года, если ты продолжишь улепетывать пиццу и газировку в том же количестве, в котором улепетываешь ее сейчас. Какие варианты решения проблемы? Наверное, зал, правильное питание, может еще какие активности? Но вот тем же вопросом задался шотландец Марк Родвилл. Марк честно пытался ходить в зал, но явных результатов это не давало. Чтобы немного отвлечься от слабого прогресса, он купил Rock Band 3 и сел за виртуальные барабаны.
Кто бы знал, что хобби зажжет в нем желание выбивать ритм на уровне эксперт. Вам, наверное, интересно, а что такого? Просто Марку приходилось потеть сильнее, чем на беговой дорожке. Каждый вечер он часами стучал по пластиковым тарелкам, сжигая тысячи калорий под любимый рок. Азарт игры заставлял его забыть об усталости и голоде. Спустя всего год весы показали невероятное – минус 100 килограммов. Вместо смертельного приговора к 24-летию Марк получил новое тело и новую жизнь. Иногда лучший способ спасти себя – это превратить скучную работу над собой в любимую игру. Главное – найти свой ритм. Когда Брэндон Грин говорил родителям, что хочет делать моды для игр, они смотрели на это скептически, и точно никто не верил, что однажды он изменит индустрию. После развода и череды неудач Брэндон вернулся жить к родителям в Ирландию. Денег почти не было, стабильной карьеры тоже. Днем он подрабатывал веб-дизайнером и фотографом, а вечерами сидел в Arma 2 и DayZ. Но пока другие просто играли, Брэндон изучал, как устроены моды. Его особенно зацепила идея королевской битвы. Вдохновившись японским фильмом Battle Royale, он начал собирать собственный режим буквально как фанат-энтузиаст. Без огромной студии, без инвесторов, просто потому что верил, что это может быть весело. Сначала его моды казались нишевыми, но сарафанное радио сделало свое дело. Игроки начали массово заходить на сервера Брэндона, а имя PlayerUnknown постепенно стало говорящим. В какой-то момент о модере из маленькой комнаты узнали профессиональные разработчики. Сначала его пригласили поработать с H1Z1, а позже южнокорейская студия Blue Hole предложила Брэндону создать игру мечты. Так появился PUBG, проект, который не просто стал мировым хитом, а навсегда изменил онлайн-игры. Сегодня Брэндона Грина называют человеком, который создал самый впечатлительный жанр последних лет. И эта история – напоминание о том, что игры могут изменить твою жизнь. И самое интересное, что не только твою, но и миллионы других людей. Следующая история не про конкретного человека, а больше про абстрактную группу людей, которым помог Nintendo Wii. Реабилитация после инсульта – это борьба не только с телом, но и со скукой. Классические упражнения настолько однообразны, что у пациентов часто опускаются руки. В 2010-х годах ученые проводили реальные исследования влияния приставок по типу Nintendo Wii на импакт успеха реабилитации. Я даже прикреплю скрин одного из таких исследований. Суть в том, чтобы вместо однообразной разработки моторики через классические методы пациенту предлагали выбить страйк в боулинге или отбить подачу в теннисе. Ирония в том, что игровая приставка делает то, что не всегда под силу даже таблеткам. Она возвращает азарт. Когда у тебя задача победить, твой мозг незаметно для себя выполняет сотни необходимых движений для адаптации. Самое интересное, что для восстановления нейронных связей критично важны количество повторений, а махать контроллером куда увлекательнее, чем просто перекладывать шарики из коробки в коробку. В итоге прогресс идет быстрее, потому что пациент перестает чувствовать себя объектом лечения и становится игроком. Иногда медицина будущего – это не нанотехнологии, а умение приспосабливать обычные вещи для спасения жизней. В 2012 году легендарный геймдизайнер Питер Молинье запустил эксперимент, где миллионы людей по всему миру одновременно долбили виртуальный куб, состоящий из 69 миллиардов маленьких блоков. Но только один человек, кто выбьет последний блок, получит приз. Все хотели знать только одно, что же там лежит в центре. Спустя полгода, в мае 2013 года, это случилось. 18-летний студент из Эдинбурга по имени Брайан Хендерсон удалил последний финальный блок. Внутри куба его ждало видеопослание от самого Молинье, и наобещано там было в 3 короба. Брайан должен был стать виртуальным божеством в следующей игре студии Godot, принимать решения, влияющие на игроков, и самое главное, получить процент от продажи каждой игры. Брайан в одночасье стал звездой, о нем писали Wired, BBC, The Guardian, но в реальности произошла типичная история с Молинье. Разработка игры Godot затянулась на годы и погрязла в производственном аду, а обещанные функции по типу божества правления так и не были реализованы. Спустя 2 года выяснилось, что Брайан не получил ни цента из обещанных денег, а студия просто перестала выходить с ним на связь. История Брайана – это история о том, как жизнь может нам что-то дать, а потом в один момент резко забрать. Но вы знаете, наверное, я бы не расстраивался на его месте. Он получил неплохую медийку и поучаствовал в истории, которую он не сможет забыть до конца своей жизни. Что общего у Майнкрафта и городского планирования? На первый взгляд ничего, но в рамках инициативы Block by Block эти два мира неожиданно пересеклись. Проект был создан при участии UN Habitat и компании Mojang, разработчиков Minecraft. Его цель — вовлекать людей в обсуждение того, как должны выглядеть их реальные районы. В бедных городских районах, включая киберов Кении, местных жителей, особенно молодежь, приглашали в обучающие мастерские.
За несколько дней они создавали цифровые модели своих районов, так, как они их видят и как они хотели бы их видеть в будущем. Большее освещение, безопасные дороги, общественные пространства, парки и рынки. Эти модели не становились готовыми чертежами, по которым сразу строят здания, но они становились важным этапом. Архитекторы и городские планировщики использовали их как идеи и визуализации от простых людей. В некоторых случаях такие предложения действительно влияли на реальные проекты благоустройства общественных пространств. Параллельно студия Blockworks помогала визуализировать и поддерживать эти инициативы внутри Minecraft, делая их понятными и доступными. Люди, которые раньше даже подумать не могли, что они могут влиять на то, что видят вокруг, получили возможность впервые объяснить, каким они хотят видеть свой район. Иногда, чтобы быть услышанным, достаточно кубиков и невероятного желания. Как пройти один из самых кинематографичных тайтлов десятилетия, если ты буквально ничего не видишь? Для Брэндона Койла, известного как Sightless Combat, это не философский вопрос, а ежедневный челлендж. Брэндон — незрячий геймер и консультант по доступности, который превратил свой дефект в уникальный экспертный скилл. Годами он учился читать игры через аудио. В файтингах по типу Killer Instinct он ориентируется по фазе звука, направлению шагов и таймингов ударов. Там, где мы слышим спецэффекты, он слышит чистую математику. И однажды к нему постучались на Naughty Dog. Во время разработки The Last of Us 2 они не просто спросили совета, а глубоко интегрировали фидбэк незрячих игроков в пайплайн разработки. В итоге мы получили интересный кейс по accessibility, включающий более 60 кастомных настроек, High Contrast мод для слабовидящих, уникальную систему звуковых сигналов для навигации и боя, а также полную озвучку интерфейса в меню. Важный нюанс: эти фичи не проходили игру за юзера, они давали инструментарий незрячему игроку самостоятельно пройти AAA проект, не чувствуя себя ограниченным. После выхода Тлоу 2 планка инклюзивности в индустрии улетела в космос. История Брэндона — это пример того, что крутой дизайн — это не только про визуальный стиль, это про возможность пройти игру вне зависимости от физических ограничений и возможность стать главным героем. И финальная, 10-я история. Она, пожалуй, одна из самых популярных. Представьте, вы сидите в гостиной, смотрите телевизор, как вдруг в вашу дверь влетает скорая. Вы в шоке, ведь вы никого не вызывали, но врачи бегут на 2-й этаж в комнату вашего сына. Оказывается, звонок о помощи пришел из Техаса. А вы живете в Англии. А теперь предыстория. В январе 2020 года 17-летний Эйден Джексон из британского городка Уиднес играл в онлайн-шутер по сети со своей подругой Диа Латорой. Диа находилась в 8000 километров от него в США. В разгар матча она услышала в наушниках странный звук, а затем тяжелое, прерывистое дыхание. Эйден перестал отвечать в голосовом чате. Поскольку они дружили не первый день, Диа сразу поняла, что у парня начался эпилептический приступ. Пока родители Эйдена спокойно смотрели сериал на 1-м этаже, не слыша звуков из-за закрытой двери, девушка в Техасе начала действовать. Она не знала точного адреса, только город и имя. Диа лихорадочно гуглила номера местных полицейских участков в Англии, пока не нашла нужный. Она объяснила ситуацию диспетчеру. «Я в Америке, но мой друг в Британии умирает на том конце провода». Спустя 20 минут помощь была на месте. Родители Эйдена были в оцепенении, когда увидели медиков, но именно этот звонок через Атлантику спас парню жизнь. Позже мама Эйдена сказала на интервью: «Мы бесконечно благодарны Ди. Она сделала то, что мы не могли, находясь в соседней комнате. Мы просто бы не успели». Эта история доказывает, расстояние — это иллюзия, и что настоящий бро прикроет твою спину, даже если он живет на другой стороне планеты. Большая просьба не выключить ролик прямо сейчас, буквально 30 секунд вашего времени. В вертикальных видео я нашел то, что нравится и мне, и вам. Я всегда хотел делать широкоформатные видосы, и сейчас у вас есть возможность помочь мне. Напишите в комментариях, чего вам не хватает не только на моем канале, но и на YouTube в целом на видеоигровую тематику. С вами был Вадик Пархом. Ставлю точку, но не прощаюсь.